but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Друзья, всем привет! Это Александр, Большая Камбоджа, и сегодня мы приехали в Синоуквиль. Дорога у нас прошла быстро. От дома до пляжа Отрес всего 2,5 часа. Это прям как-то быстро получилось, потому что мы ехали по хорошей новой платной дороге. Сейчас мы заселяемся в отель, я вам сейчас покажу. Мы заселились в White Boutique Hotel. У нас готов один номер, а один будет готов чуть попозже. Я первый раз в этом отеле. Самое интересное и хорошо, что можно заселиться рано, потому что время еще даже 10 часов нету, но уже можно заселиться. Вот тут один номер готов. Сейчас я зайду. Здрасте. Это вот у нас такой один номер. Вот мы приехали такой командой. Сейчас пойдем купаться в море, да? Так, такой вот тут есть санузел. Такой номер. Интересный номерок. Другой наш номер больше. Сейчас его попозже вам покажу, когда мы пойдем. На мы пойдем купаться, да, Тимур? Пойдем купаться? Пошли? Я, кстати, снимаю на новую камеру. Вчера купил GoPro 11. Вон там остров, я смотрю, его стали чем-то даже застраивать. Что-то на нем делают. Штиль. Вот такая земляночка, на которой мы разместились. Пойдем, зайдем в воду. Пошли. Да, здесь классно. Хорошее море, теплое. В Синоуквиле сейчас инфраструктура. Сейчас я вам покажу город. Покажу, что там тут поездим. Посмотрим, как мы будем отдыхать. Вода такая, что в ней можешь сидеть сколько хочешь. Теплая. Ну, с деревьев вот какие-то тут веточки плавают, а так супер штиль. Вообще очень классно. Добрались-то наконец. Сейчас хорошо, что добираться очень быстро. Там вдалеке Кахронг и Сан-Лаем. Острова всегда так они заманчиво такие выглядят. Что, поедем на Кахронг? Или не поедем? Туристическая инфраструктура хорошо развита, есть все, там и еда всякая разная продается, и можно экскурсию взять на лодке. Да и сама по себе набережная очень хорошая. Вот немножко, знаете, напрягает вот эта стройка, которая шумит. Ну чуть-чуть, ну что сделаешь? Строятся отели. Ну что тут? Чнянь? Мира, а ты что кушаешь? Что ты там ешь? Значит, вот всякая еда здесь. Ее заказали. Мира у нас первый раз на море, да, Мира? Классная инфраструктура здесь, мне нравится вообще. Вот туалеты есть, душ. А здесь вот любимые кальмарчики.
И осьминоги жарятся. Конечно, многие скажут, что кому-то нравится старый Синоквиль, который был, а мне наоборот нравится, вот все-таки вот он такой стал, более такой туристический. А 10 штук сколько стоит? А, вот это стоит 5 баксов, да, все? Да. Вкуснятина вообще великолепная. Это какое-то блюдо новое, такое ни разу не видел. Хлеб, что тут? Хлеб, что еще? Майонез. Майонез, да? И какие-то крабовые палочки. Это блюдо. И кукуруза. Вот такое блюдо. Что, уплетаешь хлебное дерево джейфрут? Вкусное? Или ты тоже хочешь искупаться? I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. When we play our roles and ignore the problems. I like to be away in my patience. Stay up, I feel so outdated. Да, и чем хорош этот пляж, он не глубокий, сразу такой он идет пологий, поэтому вот глубина, я от берега отошел, наверное, метров 40 или даже 50, и я стою, вот мне чуть-чуть больше пояса воды. Вот стою вот так, чуть-чуть больше пояса. Сам пляж очень большой, по протяженности, не знаю, на километров, наверное, 10 точно такой, тянется. Он туда дальше, где Отрос 3, так называемый, но на Отросе 2. Там тоже уже и дороги новые сделали, благоустройство. Да, ну и чтобы вы понимали, кхмеры сами особо не любят купаться вот так вот. Сидят на берегу. Вот как мои кхмеры. Они хотят сидеть на берегу, кушать, отдыхать. Так, а у нас рубрика новая. То есть не новая, а старая. Вот этот фрукт я вообще первый раз вижу. Он похож на какую-то сливу. И такой. Вот по вкусу чем-то сливу напоминает. Внутри маленькие косточки, но я первый раз уже пробую этот фрукт. Ведь сколько уже лет здесь нахожусь и какие-то вещи пробую первый раз. Все-таки здесь фруктов вообще огромное количество. Есть, конечно же, популярные фрукты, которые постоянно пользуются, а этот первый раз. Торговцы разносят. А, там внутри рыба, да? Нет, тут рай. А, райс, да? Рис. Там какой-то рис такой сладковатый. Ну что тут? Это рис, да? Ну сладкий, да? Да, и сколько же вот это стоит? $2, да? Давай, так, давай. Ну. Ну так.
мне кажется, слегка подгоревший. Такой специфический вкус. Сладковатый рис такой, как это, приближен к желе, но не как желе. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I missed not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I like to be away in my patience. Stay up, I feel so outdated. Здесь на пляже можно объесться, вот такие вот сладкие штуки приносят. Это что такое? Это кокос тут, да? No, no from English. Tea. Давай я пробую. You like this one? Nice one. Очень вкусная сладкая история. Плюс отеля то, что вот он прям раз тут и через дорожку. И вот уже отель. Так, а здесь вот у нас вот такой номер. Так, что тут у нас? Гардеробная. Здесь санузел. Здесь одна комната. Тут даже с мини-кухней, есть даже машинка стиральная. Холодильник. Тут прям как квартира. Комната. Вот здесь ванна даже на улице. И там такой сад. В описании было написано сад. Сад с гамаком. Так. И вот такая комната. Очень даже ничего. Я поехал навстречу. Кстати, вот в машину залазишь. Жарковато. Прям руль, короче, накалился так вообще. А что говорить? Жаркое место. В Азии всегда так. Так вот, значит, я вам снимаю вот эту дорогу вдоль пляжа, оборудованную дорожками, оборудованную душами, туалетами. Отличное место. Да, Синопиль, конечно, в преображении. Что говорить. Так, выходной день, я смотрю, что прям народу достаточно много. Весь пляж. Парковка вообще практически вся занята. Свободных мест тут парковочных практически нет. Ну, во-первых, почему? Потому что все-таки сейчас из-за скоростной трассы сюда добраться стало намного проще и неутомительно. Вполне, вот я говорю, мне 2,5 часа всего лишь было времени до сюда доехать, и поэтому вот пляж Отрис 1, да, и вот вообще все прям плотно, машин много, людей много, хотя сейчас такое время, самое жаркое, вот я сейчас, самый такой полуденный зной стоит, но люди в тени на пляже отдыхают. И вот здесь сейчас мы уже подъезжаем к Ачучель-Бич, к пляжу Ачучель. Да, стройки кое-где тоже идут. Вот тут вот идет стройка прям. Здесь, конечно же, есть стройки какие-то замороженные, которые были вот именно пострадали застройщики в момент ковида. Но потихонечку они начинают уже обратно отмораживаться, скажем так. Да, конечно, каким он был раньше, такой он точно не сейчас. Я скоро сделаю, кстати, выпуск о недвижимости вообще в Камбодже, поэтому, кому если будет интересно, вы можете
получить потом оттуда информацию. Просто я сейчас информацию все собираю. Вот. Потом у меня здесь еще один проект, который я хочу сделать. Я о нем уже позже объявлю. По бизнесу. Который тоже связан с недвижимостью. Ну, что приятно в Синоуквилле, так это такие широкие улицы с хорошей разметкой. Прям очень классно по ним ездить. А так, в общем, здесь сейчас уже стройки, которая бы мешала бы здесь жизни, нету. Допустим, то, что здесь было пару лет назад, когда здесь было вообще невозможно ничего делать, не двигаться, ничего. Вот. Здесь сейчас такого нет. Здесь сейчас очень даже все культурно. Машину водить, конечно, по Синоуквиллю одно удовольствие. Просто. Грамотные развязки, грамотная разметка, пробок нет. Но только если иногда какой-нибудь такой вот автобус перегородит улицу. И то это впервые. Справа вот отель. Я в нем жил 2 года назад. Там внутри казино, но я в казино не ходил, потому что там китайские какие-то игры. Так-то я в покер иногда играю. Красота вообще, вот красота. Просто все красиво. Набережная, вот там улица. И набережная вообще просто потрясающая тоже. Приморский морской красивый город. Сейчас надо будет сюда почаще приезжать. С такой дорогой можно так приезжать практически на любую, на каждые выходные. Вот, друзья, вам еще немножко дорог. Это дорога на Отрес. И вот там впереди видно Чайнатаун. Здесь при отеле ресторанчик такой. Прям такой красивый. О, и с картинками есть, да? Но тут есть, короче, борщ. Конечно, не дешево, 14 бакарей стоит. Но я закажу себе борщ. По-любому. Давно не ел борща. Мне интересно. Мне сказали, что он здесь вкусно. Написано, что русский сезон. Интересно прям. Попробовать. Да, есть какой-то салат, без строганов. А, пельмени. Так, вот мы заказали. Давай. Сейчас. Заказали апероль шприц. Короче, борща нет. Но принесут пельмени и оливье. Вот такой у нас тут вид. Все неплохо, но только Wi-Fi не работает. Да. Привет. У Миры тоже чуть-чуть красное лицо, да, загорело? С бабушкой купалась сегодня. Вот как. Так, а мы ждем пельмени и оливье. Вот, пьем аперольчик. Борща не оказалось, как я уже сказал. А в итоге вот у них тут пельмени. Они, ребята, сами их делают. И оливье. Прям вот так мы попали на нашу кухню. Прям даже интересно, почему. Тут, кстати, в этом отеле работает девушка. Она говорит по-русски. Не спросил, правда, она откуда. Сейчас попозже, наверное, пойду спрошу. Ну, попробуем. Вот родную кухню.
Я спросил у менеджера, почему меню есть с русскими блюдами. И она мне сказала, что приезжают такие уже пожилые кхмеры, которые живут в этом отеле. И они там раньше учились в Советском Союзе. И они, говорят, прям это меню заходит вообще на ура. Так что вот так. Мы поменяли комнату. В той комнате не захотели жить, потому что она далеко была. В итоге мы все живем здесь. Такая наша комната. Тимурик спит после купаний, а бабушка там с Мирой напротив. У меня лицо сгорело на солнце. Вот сегодня прям это мгновенно. Солнце, конечно, такое мощное. Просто вроде как бы и на солнце-то не находился, а сгорело. Вон все красное. Красивейший закат. Мы на пляже Ачутель. Сейчас будем садиться в ресторан. Красивейший просто. Закат любой всегда красив и необычен. Народу на самом деле очень много. Как будто как на празднике. Принесли вот такой суп местный. Сейчас посмотрю, что тут внутри. Рыба. С детьми, конечно, тяжело. Тимур себя ведет очень капризно. Мира тоже чуть-чуть капризничает. Супец, кстати, необычно вкусный. Кисловатенький такой чуть-чуть вкус. Просто супер. Вот этот краб с лапшой вообще просто потрясающе вкусный. Там фаер-шоу было, я не успел его заснять. Полные рестораны, можно сказать, не под забитку, но прям много людей. Вот такую рыбу нам еще подадут в кисло-сладком соусе. Вообще вот этот очень вкусный ресторанчик. Мы здесь уже были в прошлый раз в одном выпуске из поездки в Синоуквиль. Такая рыба. Это сибас. Идет дождь, вот только в тропиках. Можно такую красоту увидеть. Такая улиточка красивая ползет. Красота. Да, собака? Друзья, вот мы просто случайно сегодня попали в польский ресторан Полония. Конечно, przyjeżdżajcie i tutaj tego. Да, да. Dla ruskich teraz zdrowie, да? И вот нас хозяин угощает водочкой. Łódeczka polska, żydrówka. Жидровка, да? To wodka, to jest тоже wodka. Но она же не такая, она Nie no, ona żydrówka specjalna. да. Zapas znakомству. Хорошо, спасибо. Trzeba dopłacić. Вот такое тут меню. Dobra, to co? Ja zaczynam dziełać, a potem sobie popijemy, dobra? Хорошо. No. Это домашняя колбаска, ты сам делаешь, да? Nie, to mój druk dzieła i on te drewno z Polski import, to znasz jabłka, wiśnia, grusza A prям- do piłki? kopcenia. No, I on mówi tak, $40 ja to, że nie predawał. Ja tobie dał dla pokuszenia, ale nie predawał. To ja mogę tylko dać ludziom, to żeby popróbowali, bo mówi $40 ja to, że nie predawał. Bo on drewno z Polski przyjechał do kopcenia. Ty знаешь, сколько денег? Это специально, получается, деревья приезжали с Польши, правильно? Да. Опилочки. Да. Круто. Так, а вот, друзья, мне принесли бикус. Это вкуснейшая капустка. Давно я такой не кушал. Что приятного аппетита. Вот у Александра здесь... Приятного аппетита. Да, у Александра здесь это
Колбаска, да? Колбаски, домашний огурчик. Как, вкусно? Очень вкусно, да. Мне очень нравится. Ну такая, скажем так, польская пища, она похожа на нашу, да? Похоже. Ну все, приятного нам аппетита. Приятного аппетита. Вот накушались, наелись. Вот этот ресторанчик очень интересный. В Синоквиле. А вот этого зверя я вообще вижу в первый раз. Это сверчок. А это не сверчок, это таракан. Так, доброе утро. Это кто такие? Какие-то жуки, блин, здоровые. Обалдеть. Короче, насекомых столько. Огромное количество насекомых. Так, а у нас тут крики с утра. Ну, это вот кхмеры, да, они вот часто, если такой вот отель, они вот просто кричат с утра. И разбудили, короче. Вот эти вот люди, дети, орали, кричали. Наверное, они думают, что все должны просыпаться в 6. А мы проснулись в 7. Такое у нас доброе утро. Идет дождь. Да, сегодня с погодой не очень. Но мы все равно пойдем сейчас с Тимуром покупаться по-любому. Странно, вообще сезон дождей уже как бы закончиться должен был бы, потому что ноябрь, 20 ноября. Мы что, ездили на подводную охоту, попали вот в эти дожди неделю назад, что сейчас опять. Сейчас пойдем на завтрак. Море с утра. Прекрасное море. Все-таки на море хорошо, вот в приморских городах хорошо. Вчера было, конечно, очень жарко, и у меня, как видите, лицо прям это приподгорело. Всего 2 часа были на солнце. Ну так, кто постоянно сидел в кустах, под деревом. Так что в этой части Отроса даже смарт хваленый работает очень плохо. Вот сейчас до сих пор у нас с утра связи нет. Ну ладно. О, это Мира у нас уже проснулась, бабушка. Это Мира с бабушкой рано встает. Арун Создай. Доброе утро. Как дела? Хорошо? Что ты такая серьезная с утра? Подписчики просили тебя показать. Вот в этой части тебя много показываю. Это не бассейн, это море, Тимур. Так, у нас здесь проходит брекфаст, да, вот, короче, тут завтрак включен. Ну вот, соответственно, как бы они заказали, мои кхмеры заказали азиатскую кухню. Я заказал яйцо Бенедикт. Тимурыч только встал. Ну, а мы скоро пойдем на море. Море, конечно, сегодня вообще тоже хорошее. Мне все-таки нравится вот это море, когда оно спокойное и нет солнца. Вчера солнце нам задало. Никого на море нет, так, чуть-чуть людей есть. Спокойное море. Красота. Наши девушки поехали на рынок за обедом. Купят всяких крабов, там, креветок. А мы здесь вдвоем в мужской компании. Да, народу, конечно, привалило прям прилично, как будто в какой-то праздник. Ну, в выходные дни я так понял, что здесь всегда так много людей. Вот приехали мои девушки, привезли морепродуктов свежих, купили, чем хороший Синоквиль, свежайшие креветки, свежайшие крабы. Такая какая-то рыба, вот видите, людей очень много. Я, кстати, особо так не люблю, когда такая плотность, но ладно. Конечно, можно здесь на Отросе найти и место, где нет людей, но вот прям в этом месте что-то совсем много. Может, потому что здесь вот рядом эти души стоят.
Тимура из воды вытащить невозможно. Короче, такой гам тут стоит. Сейчас пообедаем и поедем, наверное, домой уже. Все. Креветки в каком-то соусе. О, вот этот краб вкуснейший. О, вот это вкусный краб. Вот это класс. Да, вот это супер. Слушай, я давно такого хотел крабика попробовать. Кстати, вот креветки вообще просто бомба. Вот именно такой соус хороший, что прям хочется их даже есть полностью. Ну и самое интересное, вот, мухи, правда, летают. Вот все-таки вот этот краб, да, вот этот краб, он, вот и у него самая вкусная эта икра, это вот эта вот, которая есть вот здесь, ее уже тут съели. Но вот другой краб, мясо намного вкуснее. Ну и так, для нашей фуд информации. Так, ну а на десерт у нас вот такой классный вкусный дуриан. Я его очень сильно люблю и обожаю, да? Ты любишь дуриан? Да. Все, Евгения, спасибо вам большое за... Да, нам очень понравилось. Это очень радует. Вот, так что если еще вернемся в следующий раз. Да, я буду ждать вас. Да, ну, кстати, вот Евгения тут хорошо помогла с размещением, так что ей большое спасибо еще раз. Все, до свидания. Будем вас ждать. До свидания. Хороший отель. Нам понравилось. Рядом с морем. Так что, если будете здесь, обязательно заезжайте. Конечно, есть немножечко каких-то мелких вопросов по косметическим делам. Ну, может быть, приподстарел чуть-чуть. Чуть-чуть такое есть, не буду скрывать. А так вот ресторан классный, мне вообще понравился. Борщ, жалко, не попробовал борща. Все, загружаемся. Мы остановились вот около какого-то здесь дерева на Отрасе 3. Я, конечно, не понимаю, что в нем такого интересного, но вот все они хотят сфотографироваться. Вот и местные тут фотографируются. Это дерево такое. Что это за дерево, они сами не знают. Вот такая интересная история. Ну, дерево красивое. Я как-то в прошлом году здесь проезжал, здесь были эти пчелы там наверху. А вот где Отрас 3, здесь вот такие уже тоже интересные места, но тут вообще никого нет. Ну, как сказать, никого нет. Мало по сравнению с тем, что там. Здесь тоже интересно сюда приехать на пикничок. Вот такие тут места. Так, ну мы едем еще на один памятник сейчас. Там они хотят сфотографироваться, и потом мы поедем домой. Хорошую здесь сделали инфраструктуру, дорогу, но я уже эту дорогу показывал. Так, а вот мы остановились на обзорной площадке. Вот там, кстати, аэропорт. Здесь вот разобрали гору и продолжают разбирать для строительства, для дорог. Такое красивое тоже место. А вот тут, кстати, очень интересно, происходит намыв. Я смотрю, что здесь земснаряды что-то просто намывают. Может быть, будут удлинять полосу для аэропорта, но непонятно. Хотя вот там вроде и есть место. Вот что-то делается. А что это написано? Что это такое? Cambodia can do. Все, Камбодия может сделать, написано. Так, вот еще одна достопримечательность тут в Синоуквиле. Вот такой памятник они сделали красивый. И все вокруг него фотаются. Мы сейчас тоже будем. Значит, памятник этот означает, как мне объяснила Эпи, вот когда происходит свадьба, муж вот так вот несет так называемую сзади вот эту вот фату невесты. Заезжаем на платную дорогу. Отличная дорога, китайцы сделали. Чем дорога эта еще хороша, потрясающие красивые виды открываются вот, на горы.
Прям такая, ну, живописная, прям очень живописная дорога. Если будете здесь, то обязательно по ней проедете. А с другой стороны, другой дороги нету. Есть только такая бесплатная, но там намного дольше ехать и небезопасно. Да, на камеру не особо видно, но так красотища вообще, вот эти горы. Такая классная гора, красивая. Конечно, дорога, еще раз я повторюсь, живописная. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем удачи, пока. А мы вот сейчас будем въезжать вот в такой штормовой ливень. Значит, мы остановились, это просто такая станция, скажем так, отдыха, где можно передохнуть. Вот, правда, у них только заправок еще нет. Это, конечно, большой минус. Таких вот стоянок много, rest area, а заправок нет. Такой прям настоящий тропический ливень. Еле дворники успевают смахивать все.